Бывший зэк спас лебедя с маленькими птенцами. Они уже почти погибали и отчаянно бились в зарослях пруда. Но то, что произошло позже, потрясло и шокировало всю деревню. Никто даже представить не мог, что обычный поступок человека однажды будет стоить ему жизни. Михалыча в деревне знали все. Невысокий, крепкий мужчина с седой щетиной и тяжелым взглядом. Когда-то он отсидел много лет в тюрьме и после освобождения решил уехать подальше от людей. Он поселился на краю деревни, возле старого лесного пруда. Жил тихо, немного рыбачил, подрабатывал у местных, никому не мешал. Люди относились к нему настороженно, все-таки бывший зэк. Но Михалыч ни с кем не ссорился и чаще всего проводил время у воды. Однажды ранним утром он пошел к пруду проверить удочки. Был густой туман, и все вокруг казалось тихим и неподвижным. Но вдруг из камышей донесся странный шум, хлопанье крыльев и тревожный крик птицы. Михалыч раздвинул заросли и увидел лебедя. Большая белая птица отчаянно билась в густых водорослях. Рядом барахтались несколько маленьких серых птенцов. Они запутались в огромных зарослях ряски и травы и никак не могли выбраться. Лебедь пыталась вытащить их, но сама все сильнее увязала. «Ну что ж вы тут натворили?» — тихо пробормотал Михалыч. Он осторожно зашел в холодную воду и начал руками разрывать плотные заросли. Лебедь сначала шипела и пыталась ударить его крылом, защищая птенцов. Но будто почувствовав, что человек не желает зла, птица вдруг притихла. Михалыч аккуратно освободил одного птенца, потом второго, потом третьего. Наконец он вытащил и саму птицу из ловушки из водорослей. Лебедь немного отплыла, собрала птенцов рядом и долго смотрела на человека. А потом тихо уплыла в сторону дальних камышей. Михалыч лишь усмехнулся и пошел домой. Но через несколько недель в деревне появились браконьеры. Ночами они приезжали на пруд с ружьями и фонарями. Стреляли по уткам, гусям и даже по лебедям, хотя это было запрещено. Однажды вечером Михалыч услышал разговор возле магазина. Кто-то сказал, что на пруду видели лебедей с птенцами, и браконьеры собираются ночью их подстрелить. Михалыч сразу понял — это те самые птицы. В ту же ночь он пошел к пруду. Когда браконьеры подъехали на лодке и начали светить фонарем по воде, Михалыч вышел из темноты. «Убирайтесь отсюда», — спокойно сказал он. Мужчины сначала рассмеялись, их было трое. «А то что?» — усмехнулся один из них. Но Михалыч стоял твердо. Он знал эти места лучше всех и не собирался отступать. Началась драка. Шум, крики, всплески воды. В итоге браконьеры поняли, что проще уехать, чем связываться с упрямым мужиком. Но уезжая, один из них зло бросил: «Мы еще вернемся». И Михалыч понял, на этом все не закончится. Через несколько дней он снова сидел на берегу с удочкой. Был тихий вечер. Вода почти не двигалась, и только камыши шуршали на ветру. Вдруг из леса вышли трое мужчин. Это были те самые браконьеры. «Ну что, герой», — сказал один из них, — «теперь поговорим по-другому». Они подошли ближе. В руках у одного блеснул нож. Михалыч медленно поднялся. Бежать было некуда. Но в этот момент со стороны воды раздался громкий хлопок крыльев. Из темноты прямо на берег вылетел огромный белый лебедь. Птица яростно зашипела и бросилась прямо на людей. Огромные крылья били по воздуху, а клюв стремительно клевал одного из мужчин. Браконьеры растерялись. Они явно не ожидали, что на них налетит дикая птица. Михалыч воспользовался этим. Он резко толкнул одного из них в воду, второго сбил с ног. Началась суматоха. Лебедь все это время кружил рядом, хлопая крыльями и не давая браконьерам приблизиться. В конце концов мужчины просто сбежали, ругаясь и спотыкаясь в темноте. На берегу снова стало тихо. Михалыч тяжело дышал, глядя на воду. Лебедь стоял неподалеку. Рядом из камышей выплыли уже подросшие птенцы. Птица еще несколько секунд смотрела на человека, а потом медленно повернулась и поплыла обратно в пруд. С тех пор в деревне начали говорить странную вещь, что бывший зэк, которого многие боялись, оказался единственным человеком, кого на том пруду защищал дикий лебедь.